Еще совсем недавно гордая и благородная раса крыс находилась на вершине пищевой цепи. Цивилизация, построенная хвостатыми, подчинила своей нерушимой воле весь обитаемый мир, явив менее выдающимся его жителям чудеса культуры, науки и техники. Настоящим чудом, оплотом крысиной цивилизации стал величественный город Крысополис. Но великолепные годы изобилия, следующие за ними чувство собственной исключительности и полное отсутствие внешних врагов заставили крыс расслабиться и уверовать в свою неуязвимость, даже перед законами природы. Воплощая свои все более и более необузданные амбиции, крысы не заметили, как, совершая ошибку за ошибкой, они сами приблизили свой рог. Вмешиваясь в саму ткань жизни, в собственные гены, поправ все свои принципы, они смогли породить чудовищ, восставших против своих погрязших в грехе отцов. Города были разрушены до основания, крепости пали. А сами крысы теперь стоят на краю катастрофы, способной уничтожить весь крысиный род. В этот тяжелый час вам, именно вам придется примерить на себя роль одного из плеяды наиболее выдающихся сынов крысиной империи, стать одним из тех, кто обладает сильной волей и крепкой рукой, чтобы во главе разрозненного и потерявшего надежду народа попытаться обратить вспять приближающийся конец крысиной истории. Итак, нашей задачей на ближайшую пару вечеров становится защита этих милейших созданий, называющих себя крысами, видимо, только с целью компенсировать излишнюю мимимишность. Эти круглые ушки и острые мордочки не оставят ни единого шанса вашей Тян. Стоит вам только попытаться привлечь ее к миру хардкорного гейминга. Вопрос о том, как столь милые создания смогли построить целую империю, мы опустим. Геймплейно игра представляет из себя сбалансированную смесь Tower Defense и коллекционных карточных игр, что привносит в игровой процесс изрядную порцию случайности. Карты распределены на 6 уникальных колод, героев-лидеров и общую колоду, доступную каждому из них. Каждый из 6 героев имеет свои уникальные карты построек, солдат и умений, так что ваш опыт за каждого из них не будет похож на предыдущий, и каждый сможет найти что-то свое. На старте в нашей колоде 10 карт, оттуда нам в руку попадает 5. Используем нужные, а остальные сбрасываем. На их использование тратится золото. Оно купится каждые 5 секунд. Экономика не сложна, особенно на первый взгляд. Существует два базовых вида ресурсов – золото и свободные жители. Золото мы получаем при сборе налогов и розыгрыше карт экономики, а для новых жителей надо строить домики. Но позже добавляются новые условия, правила и ресурсы. Со временем город посещают торговцы, у которых можно пополнить колоду новинками. Также после отбитой волны предлагается награда на выбор. Карты, золото, прокачать способность героя и так далее. Наряду с этим случаются различные события, из которых нужно стараться вытащить максимальную выгоду, или получить наименьший вред для себя. Как пример, в городе начинается чума, и либо мы попытаемся уничтожить очаг, но при этом пострадают жители, или же при бездействии зараженные попробуют взять город штурмом. Советники. Остановимся на них поподробнее. Эти мышата дают значительные бонусы, и так же как и карты, подразделяются на категории. Например, медсестра лечит все наше войско каждые 5 секунд, мастер щита добавляет 7 юнитам броню, а революционер снизит стоимость всех экономических карт на 50%. Но это не все. Существует огромное множество советников, доступных всем лидерам с самого начала, но постепенно будут открываться новые, уникальные. Герои. У каждого из 6 возможных уникальная колода, значительно влияющая на геймплей. Например, гладиатор надеется на грубую силу и своих бойцов. Более того, как внимательный командир, он следит за достижениями своих подчиненных, и стоит им выполнить некоторые требования, как они вернутся в строй, но в усиленной форме.
Настоящей же гордостью и щитом крысиного королевства является утиная кавалерия. Бретонские всадники на пегасах нервно курят в сторонке. Инженер является настоящим адептом осадной войны, выстраивая глубоко эшелонированную оборону, комбинируя трибушеты и позиции арбалетчиков, грамотно используя окружающую местность и особенности города, он превратит окружающий ландшафт в выжженную пустыню, но остановит врагов. Купец же полностью оправдывает недобрую славу своего вида, эталонная крыса из палаты мер и весов, а его армия ему подстать. Бесчестные наемники, не связанные ни долгом к империи, ни верностью к сюзерену. Единственный их мотив – золото, и только ему они безраздельно верны. Стоит вам задержать их плату хотя бы на день, как они плюнут на своих несчастных собратьев и оставят город на поживу врагам. Ученый, видимо, один из тех, кто подтолкнул крысиную цивилизацию к бездне, но его навыки и возможности все еще бесценны. Используя последние достижения науки и техники, он способен призывать молнии на головы своих врагов, а первый искусственный спутник Земли, Крыса-1, способен испепелять лазером врагов Крысиной империи. Его армия представляет собой различных автоматонов и бездушных сервиторов, не чувствующих боли. Воистину, какую великую страну мы потеряли. Некромант на то и некромант, что костяк его армии – это скелеты, культисты и духи. А также в свободное время он очень любит собирать души. Пират, парень простой, поднимает свою братву на защиту города, попутно ища сокровища. Помимо своих начальных карт, герои получают опыт за количество отбитых волн, тем самым разблокируют новые. Вообще, с первого раза не выйдет победить. Я завалился на 19-й волне. Но это даже хорошо, следующая игра не будет похожа на предыдущую, особенно если взять другого героя. На выбор представлено 3 биома. Лес, пустыня и побережье. В зависимости от выбранного региона меняются некоторые события, бонусы и противники, а после прохождения открывается повышение сложности, а значит и новые враги. Самые примитивные и простые – это как раз неудачные лабораторные эксперименты. Полудохлые зараженные крысы и аморфная мерзость не представляют из себя серьезной угрозы. На следующей ступени пищевой цепи стоят, кто бы мог подумать, нахальные ласки. Веками они натирали свои меховые хвосты с бессильной злобой, наблюдая за величием и богатством крысиного народа. А теперь, в час великой скорби, они вылезли из своих нор и стремятся отобрать то, что наше по праву. Но война с ними – это не просто война за ресурсы и место под солнцем. Это настоящая война идеологии. Тоже в здравом уме будет носить хвост, покрытый шерстью. Это очевидное отклонение, и мы не потерпим такого неуважения к нашим традициям в границах нашей империи. Идет война наших элегантных хвостов и их мерзких веников. Ласки ответят за все. Не знаю, чем так сильно мышки не угодили рептилиям, но они самые коварные противники. Я до сих пор не понимаю. Видать, уж очень хотят кушать. Причем разных рептилий существует огромное множество. Черепахи, крокодилы, василиски и прочие. Игра мне однозначно понравилась, так как я очень люблю стратегические игры, да и карточные тоже. Еще большим плюсом является милота и художественный стиль, напоминает мультик 2000 года Redwood. Если у вас имеются фобии, связанные с этими милыми созданиями, игра может помочь избавиться от них. Игра не является лекарственным препаратом, требуется консультация специалиста. Но наше видео подходит к концу, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. С вами как всегда был Сазерекс, услышимся в следующих видео.